Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». И использовать я буду великолепную колоду Таро Мудрость стихий. Пожалуйста, сосредоточьте ваше внимание на вашем мужчине, назовите его имя, представьте его, и сейчас будем начинать наш расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты, как всегда. Традиционно благодарю вас. Дай Бог вам миллионы раз больше. Благословения от Вселенной за вашу щедрость. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за подписки, за любой из способов поддержки моей работы. Очень нежно и искренне люблю вас всех. Итак, мне самое интересно очень, что же там происходит в жизни этого мужчины. Много разных противоречащих друг другу событий. Есть проблема. Так я вам скажу. Не все гладко. Много... Знаете, вот есть хорошая такая поговорка: без сучка, без задоринки. Так вот у него здесь все совсем наоборот. Сложно. Препятствия, кочки, что-то непонятное. Борьба некая идет, может быть, конкурентная борьба, возможно. Но он сейчас борется за свое место под солнцем или кому-то что-то доказывает, может быть, в работе приходится ему участвовать в некой конкурентной борьбе. Это может быть и в отношениях, в том числе есть проблемы. В общем, здесь не без проблем. Это очень яркий, очень активный огненный аркан, но он о том, что проблемы есть. Как мужчина сейчас себя проявляет? Хочет стабильности, хочет любви, хочет заботы, хочет быть любимым в первую очередь, чтобы была в его жизни женщина, которая все эти энергии ему подарит. Но он прекрасно понимает, что таких женщин на белом свете очень и очень мало. В общем, знаете что? Здесь мужчина в стремлении получить любовь, эмоции, заботу о себе любимом, он готов на разные активные действия. То есть он, возможно, задумывается о том, что нужно как-то действовать для того, чтобы все это получить. Уж не знаю, для каждого будет по-своему, или же изменить тактику поведения в отношении своей любимой женщины, которая есть сейчас, или же открыться новым знакомствам, новым перспективам, что-то начать новое, где-то, может, на сайтах знакомств регистрироваться или вообще открыться для новых знакомств. Здесь по-разному для всех, но смысл один: хочет любви. Очень хочет любви этот мужчина. И стабильности. Вот еще что. Что у нас редко выходит в раскладах, но сейчас так. Что уходит из его жизни? Что наоборот сменяет, приходит в свои права. Был период стагнации. Был период, когда ничего не происходило, и он чувствовал себя как птица в клетке. Ничего не удавалось. И причем это были какие-то объективные причины, которые не давали ему двигаться вперед. Как будто вот судьба, жизнь не давала ему выполнять то, что он хочет, исполнять свои желания, свои планы, свои мечты. В принципе, ничего не получалось. Конечно, может быть, ваш мужчина был скован действительно по объективным причинам. Кто-то болел, кто-то находился в каких-то таких, в каком-то месте, которое ограничивает его способность действовать активно, или еще что-то в этом плане. Но, в общем, мужчина чувствовал себя ограниченным в возможностях действовать. Сейчас перед ним, для него, открываются новые пути, новые возможности. Нужно, конечно, этот шанс использовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Резкие перемены грядут. И эти перемены связаны с чувствами. Не зря у нас сразу же вышли такие арканы. Яркие, интересные, красивые в первом ряду. Здесь что-то мужчину ожидает или уже сейчас происходит. Резкие перемены, даже для многих из ваших мужчин неожиданные. В его личной жизни, во всем, что связано с его эмоциональной сферой.
То есть его эмоциональная сфера сейчас или уже претерпевает серьезные изменения, перемены произошли, или же это может произойти в ближайшее время, поскольку наш расклад, он отыгрывается вчера, сегодня, завтра, и какие-то временные еще промежутки до и после, то, соответственно, это могло уже произойти, это может происходить сейчас или произойдет в ближайшее время. Что его волнует? Есть ли что-то, что его волнует? О, две карты потянулись друг за другом. Давайте посмотрим, что же это. Что-то связанное с работой. Он или ожидает денег, допустим, зарплату или денежное поступление, или каких-то перемен в плане работы. Может быть, ищет новую работу, или же что-то происходит на его теперешнем рабочем месте, некие перемены, но для того, чтобы они осуществились, ему нужно подождать, ему нужно терпение. То есть он находится в ожидании. Или же денежных поступлений, или каких-то событий, связанных с его работой. Может быть, мужчина находится в поиске работы, или же какие-то перемены, в принципе, происходят, но для того, чтобы они конкретно произошли, нужно время. Вот это его волнует. Вообще его работа сейчас его волнует. Материальное его положение, его благосостояние, его денежки. И вообще все, что связано с его карьерой. Что он скрывает от вас, но вам обязательно нужно об этом знать. Он не чувствует устойчивости. Он сейчас находится в странном таком положении, когда он понимает, что могут быть шансы даны ему на улучшение ситуации в его жизни. По всем фронтам, в принципе, в любой сфере жизни. И в то же время нет уверенности в завтрашнем дне. Он не чувствует почвы твердой под ногами. И это он скрывает от вас. Он, возможно, и хотел бы сказать вам об этом, но как-то не решается, да, может быть, и не стоит. Просто чувствует переменчивость жизни и то, что нельзя полностью надеяться на то, что ты планируешь. Планы могут измениться в любой момент, потому что могут вмешаться другие обстоятельства и высшие силы, и все что угодно. В общем, могут твои планы полностью изменить. Что он хотел бы вам все-таки сказать, но по какой-то причине молчит. Что это? О своих чувствах хотел бы вам сказать, что у него есть искреннее чувство к вам. А еще он хотел бы сказать, что он по сути такой мужчина, которому нравится противоположный пол, и он любит нравиться женщинам. И он хотел бы, чтобы вы этот факт принимали, потому что он не изменится, он такой. Вот тут тоже такой важный моментик. Но, конечно, в первую очередь он хотел бы сказать о чистых, светлых, прекрасных чувствах, эмоциях к вам. Мысли о вас вообще у этого человека есть или, может быть, нет? Давайте-ка посмотрим. Есть, конечно. Важная судьба его. Вы женщина, которая сыграла, наверное, самую значительную роль в его жизни. Возможно, и продолжаете еще играть, и еще сыграете очень важную роль. Неописуемо важную роль в его жизни. Вы его судьба. Да, он именно об этом и думает. Стал задумываться мужчина здесь о высоких материях, о духовных ценностях, о том, для чего люди встречаются и почему ваша связь с ним такая крепкая, такая мощная. Он может, возможно, искать информацию о том, что такое кармическая связь, как люди себя чувствуют в кармических отношениях и что это вообще такое. То есть здесь вот такие энергии, представьте себе, идут сейчас. Эмоции к вам. Есть ли эмоции? Да, эмоции есть. Эмоции светлые, хорошие, красивые, прекрасные. Самые лучшие эмоции, какие только можно себе представить, этот мужчина сейчас к вам испытывает. Ну, вы лучшая женщина. Девочки, тут не важно, вы с ним вместе, в расставании, или, может быть, у вас были сложные отношения, и вы как-то пришли к какой-то точке такой сложной, как вам кажется, невозврата. Значит, к мужчине сейчас приходит осознание того, кто вы в его жизни, вашей важности в его жизни, какая вы многогранная, какая вы, вы лучшая. Просто я даже не знаю, какие правильные слова сейчас найти, потому что вы лучшая, действительно. И вы давали и даете ему самые яркие ощущения, какие только может дать женщина мужчине. Вот сейчас приходит такое, представьте себе, осознание.
А еще он чувствует себя дурачком при вас. Это, конечно, может быть грубо звучит, но в том плане, что вы королева, а он шут. С одной стороны, может быть, это как-то странно звучит и унизительно для него, но это вовсе не унизительно. Нет, он просто чувствует, что вы выше его духовно, еще в чем-то. И он это признает сейчас. Так, ну ладно. Как у него обстановка дома? Если вы живете в разных домах, как у него обстановка дома? Да не очень-то хорошо. И причем дно колоды у нас влюбленное. Переживает о чем-то. И, скорее всего, это связано с любовной сферой, со сферой взаимоотношений, эмоциональной сферой. Может себя в чем-то винить, как-то ему неприятно, нехорошо на душе. В общем, обстановка дома весьма и весьма так себе. Думал ли о вас этот мужчина? Первая мысль была у вас, когда просыпался в эти дни? Когда засыпал вечером, в течение дня? Во-первых, тут хитрец и манипулятор еще тут. Этот мужчина за вами следит однозначно. Я даже не буду сегодня задавать вопрос, следит ли он за вами, интересует ли его ваша жизнь, 100% интересует. Особенно все, что связано с вашей эмоциональной сферой. А вдруг влюбились в кого-то, а вдруг с кем-то общаетесь на таком теплом, прекрасном эмоциональном уровне. Или еще что-то в этом плане. В общем, тут мужчина весь в хитрости. Весь изворачивается всячески, выдумывает разные способы, как бы о вас добыть информацию, во-первых. А во-вторых, он думает, конечно, о вас постоянно. Но мысли очень такие, очень-очень разные, очень порой его не особо радующие, в общем-то. Как-то что-то он волнуется, как-то что-то его не устраивает, где-то как-то хитрит. В общем, здесь вот такая ситуация. Но вы его любимая женщина. И это лейтмотив его мыслей в течение дня. И именно то, что вы так для него привлекательны, как раз и вызывает все остальные энергии в его душе, в его сердце. Теперь давайте-ка спросим, зададим вопросы для тех, кто... еще не спросила. Говорит ли он с кем-то о вас? Если да, то что? Скорее нет, чем да. Может говорить. Часть ваших мужчин могут с кем-то говорить о вас, но в том случае, если у вас произошло расставание, и оно было резкое, болезненное, мужчина это тяжело сейчас переживает, ему хочется с кем-то поделиться. Вот в этом случае он с кем-то говорит об этом. В остальных случаях вряд ли. Скорее нет, чем да. И теперь переходим к блоку вопросов для тех, кто находится сейчас в расставании. У вас точка или пауза. Давайте посмотрим, хочет ли он вас вернуть, хочет ли восстановить отношения с вами. 100%. Да, хотел бы. Потому что такие эмоции, такие ощущения полноты бытия ни одна другая женщина ему не даст. Именно поэтому он и хотел бы с вами восстановления отношений. А можно ли в таком случае от него ожидать каких-то реальных действий? Хотеть-то это одно, а действовать. Но вы, девочки, можете от него ожидать действий. Причем это действие по аркану дьявол. А это, должна я вам сказать, такая вещь. Он может манипулировать каким-то образом вами. Пытаться может использовать техники воздействия на вас. Ну, допустим, НЛП каким-то образом использовать. Или вообще психологические приемы, энергетическими какими-то практиками заниматься. Причем даже порой не осознавая это, он может это делать. Любые хитрости может здесь мужчина применять для того, чтобы вы первые пошли на контакт. Или в принципе для того, чтобы с вами восстановить отношения. Вот здесь такая у нас яркая смесь получается разных энергий. Ждет ли от вас первого шага этот человек? Он думает об этом, ему хотелось, он даже мечтает, можно сказать, об этом, чтобы вы сделали первый шаг. Далеко не уверен, отнюдь, вообще никак не уверен, что вы сделаете первый шаг, но считает, что это было бы прям замечательно. Если бы вы это сделали, он был бы просто счастлив. Какая ваша правильная тактика поведения с этим мужчиной сейчас, с точки зрения Таро? Будьте самой собой, не подстраивайтесь, не пытайтесь быть лучше или хуже, не пытайтесь быть судьей его, не пытайтесь навязывать свое мнение, свои правила отношений.
Но самое главное, будьте самой собой. Не старайтесь под него подстраиваться. Высказывайте свое мнение, свои желания, говорите как есть на самом деле. В том числе, что к нему чувствуете, чего вы хотите. Это самая лучшая тактика поведения. Вот как ребенок, смотрите, чистый, честный, он ведь не держит ничего, нож за спиной или какой-то камень в руке за спиной, да, на душе. Поэтому будьте искренними. Это самая лучшая тактика поведения. Не нужно подстраиваться, не нужно пытаться выбирать некие сценарии поведения, думать о том, что вы можете как-то на него повлиять каким-то образом. Не нужно. Будьте собой. Это самая лучшая тактика вашего поведения сейчас. Если он уже вернулся, этот человек сейчас, вы были в расставании, он сейчас вернулся. Это искренняя энергия или вообще какие его намерения? Он чувствовал себя очень уверенно в отношениях с вами. Считает, что вы порой заносчивы, гонора у вас очень слишком порой много. Характер непростой, но ему это нравилось и нравится по сей день. А еще он с вами чувствует себя нужным. Он чувствует себя уверенным, когда он с вами в отношениях, в нормальных, да, а не когда вы с ним рассорились. Он хочет с вами восстановить отношения, чтобы вновь вернуть себе вкус победы, вкус уверенности в себе. Он хочет понимать, что он вам нужен, и это подарит ему как раз вот эти все замечательные ощущения. Так что можно сказать, что энергии, конечно, позитивные, энергия искренне, ну, как бы, видите, немножко такая загвоздочка здесь есть все-таки. Как этот мужчина считает, вы к нему сейчас относитесь? Какие чувства вы к нему испытываете? Испытываете ли вообще что-либо? Может, он безразличен вам? Аркан-отшельник. Он считает, что вы духовно, эмоционально, морально вообще от него отдалились. А вы уходите в себя, хотите побыть собой, обдумать все. То есть вы сейчас не уверены, что вы к нему чувствуете. Вам нужно время для того, чтобы побыть, возможно, даже в одиночестве и сделать выводы определенные по поводу него. Вот сегодня такой интересный аркан у нас вышел. Если вы решите сейчас отношения закончить, уйти или остаться, да, вот если вы решите закончить отношения, его реакция на данный момент, какова будет реакция? Он скажет: решила уйти, уходи. Я вижу, что большинство из ваших мужчин, в общем-то, вас отпустят, если вы захотите действительно закончить отношения. Чувствовать себя будут плохо при этом, будут ощущать потерю, и очень серьезную. Захочется сесть под этим деревцем и заплакать под ледяным дождем сидя. Но, вероятнее всего, этот мужчина препятствий особых здесь вам не будет сейчас делать. Конечно, может измениться ситуация, и дальше все может совершенно по-другому сложиться. Но сейчас мужчина поведет себя таким образом. Это наиболее вероятно. Если предстоит вам дата в ближайшее время, с которой вам нужно было бы его поздравить, но вы находитесь с ним сейчас в расставании. Стоит ли вам это сделать? Так, не хочет карта выкладываться. Нет, девочки, не стоит. Здесь вообще выходит так: уходя, уходи, во-первых. А во-вторых, если вы с ним расстались, и вы разочарованы, и вы понимаете, что все было очень непросто, то и незачем этого делать сейчас. Не нужно. Если мужчина должен бы вас чем-то поздравить, но вы с ним в расставании, он собирается поздравить или нет? Ну, в общем-то, да. А если вероятность того, что поздравит? 50 на 50. Двойка вышла. Для части аудитории да, для части аудитории нет. Но вот знаете, самые такие ваши спесивые, гордые мужчины, нарциссы, психопаты тем более вряд ли вас поздравят. А вот мужчина со здоровой психикой, который хотел бы с вами восстановить отношения, он может вас поздравить. Так что здесь сегодня как-то вот так вышло. Вероятность есть того, что поздравит. Конечно, есть. Так, хорошо. Что он планирует в отношениях с вами? Какие вообще он перемены планирует? Или вообще он планирует отношения дальше с вами? Если расстались, то нет. Причем, если вы расстались, он больше винит вас в
том, что случилось. Он считает, что больше вины с вашей стороны, не с его. Себя он обеляет, себя он оправдывает и считает, что он, в общем-то, ничего плохого не сделал. И если вы расстались, то представьте себе, что нет. Вот такой у нас мужчина. Если вы с ним остаетесь в отношениях сейчас, вы не расстались, то, ну, тоже как-то он не совсем понимает, как будет дальше, не знает. Он считает, что ваши отношения довольно проблематичны. Вам нужно убрать вашу чрезмерную впечатлительность, вам нужно убрать чрезмерные ваши претензии, и тогда, возможно, у вас что-то сложится. Возможно, вы пройдете сложную достаточно такую трансформацию, но что-то у вас получится. Так что, девочки, в том случае, если вы расстались, то мужчина считает, что уже и не стоит. Ну, сейчас он так считает, да? Планов нет каких-то определенных, хотя появиться может в любой момент здесь. Планы это одно, а реальное действие и действительность это совершенно другое. Тем более, что все постоянно меняется. А если вы с ним продолжаете отношения, проблемы здесь есть, он понимает, что нужны перемены, но в общем-то он готов эти перемены вместе с вами осуществлять и эту трансформацию с вами проходить. Если что-то забыла, пожалуйста, не обессудьте, спрошу, значит, в следующий раз. И сейчас будет блок информации для тех, у кого есть соперница, к сожалению. Если у вас есть соперница, на 100% вы это знаете, смотрите. Если нет, просто, пожалуйста, выключайте этот расклад. Все, это заключительный вопрос расклада, не нужно себя зря накручивать. Каждый раз вам это говорю. Итак, если есть соперница, что у него с соперницей? Здесь два направления. Сразу положу, тут еще и тройка кубков у нас. Во-первых, эта женщина недовольна его работой, его заработком. Она считает, что он недостаточно активен, недостаточно, как сказать это, инициативен, да, для того, чтобы зарабатывать больше. Она хочет, чтобы этот человек зарабатывал больше. Вот прям ей денег больше нужно. И второй аспект – это то, что у этого мужчины есть тайное общение с какой-то другой женщиной. Ее это вообще никаким образом не устраивает, и она, конечно же, этим очень сильно недовольна. Она может ему это высказывать, устраивать ему чуть ли тут не харакири, устраивать скандалы, устраивать выяснение отношений. В общем, эта женщина недовольна двумя аспектами. Но дело в том, что если по работе еще возможно там что-нибудь как-то и можно решить, хотя очень вряд ли, потому что мужчина реально не собирается ничего менять, то в том, что касается треугольника, отношений с другой женщиной или женщинами, то здесь очень мало шансов на то, что этот мужчина что-то изменит. Вот такая ситуация сейчас у него с соперницей. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад до конца. Как всегда, буду очень благодарна за лайк, за теплые комментарии под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Как всегда, напоминаю, что если хотите получать уведомления о моих новых видео на YouTube, то, пожалуйста, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Всех люблю, целую, желаю всем счастья, любви, добра, света, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.